Питер заметил, как вдалеке что-то движется. Он знал, что ему нужно быть осторожным, поступали сообщения о хищниках в этом районе. Питер подошел поближе, чтобы посмотреть, тот ли это медведь, которого он искал. Затем кое-что еще привлекло его внимание. Он увидел черного медведя, но медведица несла на руках ребенка. Питер побледнел. Он никогда в жизни такого не видел. Он должен был убедиться, что с ребенком все в порядке. Однако возникла одна серьезная проблема. Медведь отказался отпускать ребенка. Питер понятия не имел, что медведь делал с ребенком. Питер медленно подошел к медведю сзади. Медведь только что опустил ребенка на землю. Возможно, это был его шанс отвести ребенка в безопасное место. Медведь обернулся. Сначала Питеру показалось, что медведь его не заметил, но затем он заметил, что поведение медведя изменилось. Питер пристально смотрел на медведя. По своему опыту рейнджера он знал, что не следует делать резких движений. Медведь схватил ребенка, но вместо того, чтобы броситься на Питера, быстро убежал. Питер попытался разглядеть, что происходит, но все происходило слишком быстро. Ему пришлось срочно сообщить своим товарищам-рейнджерам, чтобы они подготовили спасательный отряд для ребенка. Его товарищи-рейнджеры совсем не поверили Питеру. Питер отчаянно нуждался в помощи, но, похоже, не собирался отказываться от нее. Он настаивал на том, что видел медведицу с младенцем. Питер решил, что возьмет дело в свои руки. Ему пришлось вызвать полицию. Питер вызвал полицию. Все его товарищи-рейнджеры говорили ему, чтобы он оставил это в покое. Все они думали, что Питер сходит с ума, ему мерещится всякое. Питер отказался слушать. Он сообщил в полицию о том, что происходит. Они немедленно прибыли со всеми доступными полицейскими в округе. Первые полицейские прибыли на место происшествия через несколько минут. Они отнеслись к звонку Питера очень серьезно. Затем начальник Питера велел полицейским зайти в его офис. Когда они вышли, они проигнорировали Питера и направились прямиком в лес. Вскоре прибыли еще полицейские. Они велели Питеру оставаться на месте. Они казались очень сердитыми. Питер понятия не имел, что происходит. Что его босс сказал этим офицерам? Полицейские вернулись через несколько минут. Питер был удивлен. Они, конечно же, не обыскали весь лес за несколько минут. Должно быть, здесь происходило что-то еще. Питера расспросили о медведе, которого он предположительно видел. Они также спросили его о ребенке. Питер знал, что он видел, и, казалось, никто не воспринимал его всерьез. Он должен был докопаться до сути. Полицейские сказали Питеру, что скоро уйдут, и не сочли это забавным. Питер не выдержал. Питеру запретили покидать офис, но его начальник все равно хотел с ним поговорить. Он был очень взволнован из-за стресса, который испытывал. Питер разрыдался. Питера отстранили от работы. Он больше не мог работать рейнджером. Его начальник сказал ему об этом. Питеру действительно казалось, что весь мир ополчился против него. Его начальник и товарищи-рейнджеры считали, что с Питером происходит что-то действительно ужасное, что он стал свидетелем травмирующих событий в своей жизни. Затем они попытались уговорить Питера пойти к психотерапевту. Они с женой только что потеряли ребенка. Вот почему ему никто не поверил. Они думали, что травма еще свежа, и что он вообразил медведя с его собственным ребенком. Отец Питера сказал им, что это не так. Тогда у него появился план. Он во всем разберется сам. Питер был полон решимости докопаться до истины. Ему больше не разрешалось ходить в лес. Его жена пыталась остановить его, но знала, что это бесполезно. Питер все равно отправился в лес. Ему просто нужно было сделать еще кое-что, прежде чем он сможет уйти. Он подошел к своему лучшему другу Джейкобу, товарищу рейнджеру. Он был удивлен, увидев Питера. Он слышал о том, что произошло. Питер объяснил ему всю историю. Они должны были добраться до леса, чтобы спасти ребенка. Джейкоб отнесся к этому скептически. Он не хотел присоединяться. Тогда Питер не выдержал. Джейкоб никогда не видел Питера в таком состоянии. Ему очень не хотелось присоединяться к Питеру, но он чувствовал, что у него нет другого выбора. Он должен был присмотреть за своим другом. Джейкоб сказал Питеру, что пойдет с ним.
Это решение могло привести к катастрофическим последствиям. Когда они, наконец, добрались до того места, где Питер видел медведя, Джейкоб кое-что заметил. Джейкоб заметил вдалеке какие-то следы. Он был сразу заинтригован тем, что обнаружил. Они действительно нашли следы черного медведя. Джейкоб начал верить, что Питер, по крайней мере, видел медведя, но он все еще сомневался насчет ребенка. Джейкоб крикнул Питеру, что нашел еще следы. Пройдя по следу медведя, Джейкоб внезапно потерял след. Питер оглядывался по сторонам. Его отчаяние росло. Этого не может быть. Из ниоткуда они услышали рев. Джейкоб замер. Он был совсем близко. Медведь, вероятно, учуял двух мужчин. Им нужно было быть предельно осторожными. Питер направился в сторону шума. Затем он внезапно замер. Питер заметил медведя вдалеке. Теперь Джейкоб тоже был в этом уверен. Ребенка нигде не было видно. Джейкоб пытался убедить Питера вернуться в офис рейнджеров, чтобы убедиться, что они тоже могут помочь. Но Питер очень упрям. Внезапно они услышали плач, доносящийся из пещеры. Медведь, казалось, отреагировал и скрылся в пещере. Через несколько мгновений он вышел, и плач прекратился. Теперь Питер точно знал, что ребенок находится в пещере. Затем медведь повернул голову в сторону Джейкоба. Джейкоб был замечен медведем. Это действительно напряженная ситуация. Джейкоб не знал, как реагировать. Питер велел Джейкобу замереть, но Джейкоб так сильно испугался, что начал пятиться. Затем медведь отреагировал и бросился на Джейкоба. Теперь у Джейкоба не было другого выбора, кроме как можно быстрее убраться из этого места. Джейкоб убегает так быстро, как только может. Он слышит, что медведь настигает его. Происходит самое худшее, что могло случиться. Джейкоб спотыкается. Он быстро поднялся на ноги и забрался на дерево. Медведь пытается снять Джейкоба с дерева, но, похоже, Джейкоб добрался до безопасного места. Настал момент, когда Питер должен забрать ребенка. Питер теперь совсем один. Он видит, что путь к пещере свободен. Он слышит, как вдалеке кричит Джейкоб, но чувствует, что сейчас важнее пойти и забрать ребенка. Он чувствует, что с Джейкобом все в порядке. Он начинает медленно идти к пещере, когда слышит, как Джейкоб кричит, что медведь возвращается. Недолго думая, он бросается бежать ко входу в пещеру. Он не слышит медведя поблизости, поэтому знает, что у него есть немного времени, чтобы спасти ребенка. Питер, наконец, добирается до пещеры. Внутри действительно темно. Питер быстро достает из кармана телефон, чтобы посветить. Он не знает, куда идти. Затем он внезапно слышит какой-то шум в глубине пещеры. Он направляется туда. Наконец он замечает ребенка. Питер быстро бежит к нему, который на первый взгляд кажется целым и невредимым. Питер испытывает облегчение и гордость. Он слышит, как медведь ходит по пещере. Питеру кажется, что медведь понял, что ребенок исчез. Затем малыш внезапно начинает плакать. Питер пытается успокоить малыша, но уже слишком поздно. Питер понимает, что медведь заметил его, когда включает фонарь. Он смотрит медведю прямо в лицо. Медведь загнал Питера в угол. Он все еще держит на руках ребенка. Медведь, похоже, очень осторожно приближается к Питеру. Затем Питер слышит еще какие-то звуки. Внезапно медведь, кажется, засыпает. Питер понимает, что медведь был ранен какими-то успокоительными дротиками. Он слышит вокруг себя множество звуков. Не осознавая этого, другие рейнджеры побежали в пещеру, чтобы спасти Питера. Джейкоб позвонил им прямо перед тем, как они отправились в лес, но они еще не закончили. Они все еще понятия не имели, где родители ребенка. В полицию не поступало заявлений о пропаже ребенка. С помощью полиции рейнджеры доставили ребенка в ближайшую больницу. Питер получил свои извинения, но был полон решимости докопаться до сути этой тайны. Скоро они все раскроют. Ребенка осмотрели в больнице. Они также взяли образец ДНК, чтобы идентифицировать его. После многочисленных проверок выяснилось, что ребенок здоров. Питер не спал 24 часа. Когда, наконец, получил какие-то новости,
Но это были не те новости, на которые он надеялся. Его жена тоже приехала и попросила его отдохнуть. Затем капитан полиции вызвал Питера в кабинет. Они установили, что медвежонок был в безопасности, он был хорошо накормлен и не причинил малышу никакого вреда. Они также выяснили кое-что еще. Пришли результаты анализа ДНК. Когда капитан полиции рассказал Питеру всю историю, он разрыдался. К сожалению, родители ребенка были найдены в лесу. По-видимому, они попали в автомобильную аварию со смертельным исходом. После аварии медведь забрал ребенка к себе. Они также не смогли найти никого из семьи. Питер не знал, на что смотреть. Затем он посмотрел на свою жену, и они оба поняли, что нужно делать. В конце концов, они усыновили ребенка и растили его как своего собственного. Питер и его жена никогда в жизни не были так счастливы. Питер вернулся на работу рейнджером и чувствовал себя на 7-м небе от счастья. В конце концов, его сын тоже стал рейнджером, как и его отец.